Всем привет! Давайте вместе с вами оформлять наш отдел. Мы сегодня будем оформлять одну стену, на которой висят образцы. И будем делать это с кусочком тюля, декоративной штукатуркой и салфеточкой такой ПВХ. И предлагаем к нам присоединиться и посмотреть на нас. Смотрим. Мы оформляем свой отдел. У нас есть маленькие образцы, есть большие стены, на которые мы периодически наносим декоративную штукатурку, обновляемся, меняем что-то. Видите, здесь такая стена, она из гипсокартона, вся в саморезах. И мы эти саморезы оставляем, потому что местами останутся планшеты небольшие. У нас такие образцы 50 на 60 сантиметров. И они будут местами висеть. Поэтому наносим мы декоративную штукатурку Loft, торговая марка Effectum. Наносим тоненьким слоем. Материал достаточно плотный, но... То есть это фактурная штукатурка, он плотненький, но он достаточно гладкое такое дает основание, то есть не шершавый, не зернистый. И укрываем. Она у нас светлая колерованная, то есть штукатурка не белая. Мы ее колеровали в такой светлый цвет. И наносим однотонным слоем, стараясь не оставлять каких-то переходов, наплывов. Ну, то есть максимально более-менее гладко. Если вы наносите у себя дома, то вы просто в круговую как будто бы шпаклюете. Вот такой процесс. Дальше, когда штукатурка уже высохла, мы взяли салфетку. И вот таким вот образом прикладываем салфетку к стене. И этой же самой штукатуркой Loft наносим ее сквозь ажурные дырочки. Loft цепляется со стеной. И сейчас, когда эта салфетка снимется, сразу же, кстати, снимаем, пока сыро, не ждем высыхания, сразу снимаем. Останется отпечаток. Очень симпатично. Мы нашли квадратную только, но наносим все равно кругом. Вот смотрите, очень симпатично. И мы будем так наносить хаотично прямо. Где-то большой круг, где-то маленький, где-то квадрат. Вот так прикладываем. Это одна и та же салфетка. Причем мы ее не моем постоянно после каждого раза. А, например, 3-5 нанесли отпечатков вот этих кругов, оттисков. И протерли ее. Также вместо салфетки можно использовать тюль. Например, кусок тюля. Не целую тюль на всю стену, а кусок. Мы тоже здесь его будем использовать. Вот так вот достаточно симпатично. Но, по крайней мере, хоть какое-то разнообразие. Не все же шелк. И недавно у нас было на канале видео, мы тоже снимали салфетку. Материал использовали, как бы мне не ошибиться, пратом мы использовали. Он нам не подошел. Вот на подобный образец. Loft, он прямо идеальный в этом плане. И из него можно, получается, наносить как именно такой под бетон эффект. Также и вот такие подобные эффекты, он прямо очень, ну он такой мелкий, эластичный. Как вот вам это объяснить? Очень хороший материал, очень подходит на подобные вещи, ну и в том числе на бетон, эффект бетона. Прижимаем и снимаем салфетку. Вот таким образом. Разнообразие. Где-то квадратное, где-то вправо, где-то влево. Для разнообразия возьмем вот эту синенькую. Она, конечно, нам не нравится, но пусть для разнообразия будет. Вот эта салфетка синего цвета, она не очень удачная. В общем-то, и рисунок у нее, так скажем, не ахти. Но для разнообразия пусть будет. Наносится также, приложили, сквозь нее Loft нанесли, сделали оттиск и пока сыро прямо салфетку эту сняли. Видите, отпечаток-то хороший получается. А теперь кусок тюля. Одно из наших первых видео, это еще 2 года назад было. Эффект, ну то есть вот такой вот, тоже, кстати, Loft использовали. Сквозь тюль наносили штукатурку декоративную. Получилось очень симпатично. Оно одно из наших первых. Но тогда мы его снимали как образец для целой стены. То есть как будто бы мы взяли большой кусок тюля 3-метровый или 5-метровый
и на всю стену ее единым полотном наносим. А здесь мы показываем, что можно взять один кусочек тюля, например, 50 на 50 или там 70 на 70, и сквозь него вот так вот кусками отпечатывать. То есть не обязательно брать целый кусок и наносить сплошным. Можно вот так вот участками. Он тоже симпатично. Но, между прочим, вот вы сейчас видите, вот видите как? Почему нет? Почему нельзя наносить кусками? Кто сказал такое? Взяли кусочек и наносим хаотично. Тоже интересно. Вы же сейчас видите нанесение, я-то уже готовый результат знаю. Я сижу, озвучиваю, кстати. Смотрю, я вот сейчас в камеру смотрю, ну, на монитор, смотрю и озвучиваю. Не всегда получается озвучивать сразу. Почему? Потому что мы в торговом зале находимся. То есть мы тут же наносим, тут же люди ходят, приходится консультировать, и не получается озвучивать. Например, Роман наносит, я озвучиваю. Или, например, я сама встала, наношу, меня кто-нибудь снимает и озвучиваю. Не получается. Здесь же зал, здесь же идет продажа и колеровка, и консультации, мастер-классы тут же проходят. Поэтому иногда приходится вечером вот садиться, смотреть и озвучивать. Тюль, кстати, дорогая сейчас, поэтому идем в гараж или там куда к бабушке, еще куда-то. Она у всех есть. И, между прочим, раньше тюль была гораздо красивее в том плане, что вот для оттисков таких. Сейчас немножко другие шторы. Вот так, вот кусками. Например, внизу вот то, что вы сейчас видите, и то, что сейчас Роман наносит. Вот можно взять один такой кусок и прямо во всю стену его по очереди наносить, и он будет очень даже ничего. Сейчас он его снимет. То есть прямо во всю стену, я имею в виду не во всю стену одно полотно, а прямо один кусок вот такой. И по очереди, вот смотрите. Вот. То есть не обязательно они должны между собой прям пересекаться и все эти шовчики сходиться. Не обязательно. Можно расположить хаотично. Вот так. Где-то пусто будет, где-то густо. Отвыкаем ведь уже от однообразия. То есть, например, однотонные обои по всей стене, кому уже это интересно, это никому не интересно. После немножко, когда вот подсохнет штукатурка, то есть мы ее вот так вот поджимаем, приглаживаем, срезаем верха. Так называется. Мы в данном случае не ждем высыхания полного, чтобы в сухарь она не превратилась, а вот на полусухую ее приглаживаем, чтобы не шкурить потом. И верхушечки блестят, видите как? Вот так. Чем отличается штукатурка декоративная лофт, например, эффектом от некоторых других материалов? Когда она подсыхает однородно по всему слою. А некоторые материалы подсыхают коркой сверху. То есть их вот так вот поджать не получается, потому что они сверху коркой. То есть вы же знаете, как вот высыхает, например? Верхушечка начинает подсыхать, ее начинаешь приглаживать, а внутри-то сыро, и он сплющивается. Так вот, эффектом материалы не дешевые, не дорогие, они вот так не сплющиваются. Они однородные, то есть у них такое высыхание очень удобное. И вот так вот раз, верхушки срезали, и все. Ничего шкурить не надо, никакой пыли, никаких шкурок. У нас даже в отделе в продаже шкурки нет, вот я вам по-честному. Хотя у нас отдел декоративных штукатурок, шпаклевок и красок. То есть у нас лакокрасочная продукция, и вроде бы как без шкурки. Нету шкурки у нас, нету. Мы не продаем шкурку вообще. Ну, без шкурки порой не обходится, например, подготовка под покраску, да, все равно же шлифовать приходится. Ну, вот у нас ее нету, мы не пользуемся. Даже под покраску шпаклевка, это слой отшпаклевали, например, где-то вот так же торцом срезали излишки, и потом тонкий слой на сдир. Все, что там шкурить-то особо. Ну, иногда приходится, да. Ну, вот мы как-то не пользуемся. Давно уже, кстати. Вот так вот кельмой торцом немножко на 45 градусов поворачиваем кельму и срезаем излишки. Ничего нигде не тянется.
не отколупывается, и не прижимается, и не морщится. Вот такая получилась стена. Разнообразная, скажем так. Мы ей даем полностью высохнуть в данном случае. Она уже практически готова. Мы только ее немного доработаем, потом покроем. Вот так. То есть каждый для себя может взять то, что нужно. Кто-то возьмет кусок шторы, кто-то салфетку возьмет для себя. Вот. После полного высыхания, что мы делаем? Мы разбавили воск, базу прозрачную, и добавили туда лазурь. И покрываем. Изначально не видно, вот сверху, видите, видно золотисто. То есть изначально не видно, что как будто бы там золото какое-то, неважно какое, яркое оно или не яркое, не видно. Но оно очень хорошо видно сбоку. Вы представьте, что вы это делаете у себя на стене, вы заходите, вот видите как, вот. И вы заходите в комнату, и вы видите вот эту стену большую сбоку, она очень красиво переливается, вот так. Вот эта лазурь, белое золото, неважно даже белое серебро, это интерферентный такой материал, то есть под разным углом он дает разный оттенок. Еще разница вот этой лазури в том, что она практически не оставляет таких перламутровых серых пятен. Знаете, бывает перламутры покроешь, и где-то гуще получилось, и такое серое пятно. Вот у этой лазури нет такой проблемы. Ну, может быть, из-за того, что мы еще с воском ее мешаем. То есть она такая концентрированная достаточно. Мы мешаем с воском и наносим, никаких проблем. Никаких пятен не замечено, в общем-то. Вот если бы я делала себе, я бы взяла просто верхние салфетки. Я бы нижнюю тюль уже не брала. Работа занимает. Ну, например, комната. День шпаклевка, первый слой проходит, да, нанесение первого слоя такого шпаклевочного. Второй день наносится рисунок достаточно быстро, как вы видите. То есть мы вам весь процесс снимаем. Видео долгое. И мы снимаем вам весь практический процесс. За исключением того времени, когда сохнет. Первый день нанесли первый слой, второй день нанесли рисунок, срезали верха. Третий день покрываем. 3 дня работа занимает. Это стена. Мы сделали ее как фон, чтобы люди видели, что можно нанести. На ней вообще у нас висят образцы. Вот эти вот саморезики, на них висят образцы. Ну, то есть будут образцы и пустое место. Можно тюлью, допустим, наносить. Не обязательно же надо на всю стену. Вот вам пример, что можно вот такой какой-то лофтовый стиль сделать кусками прямо. И он достаточно неплохо смотрится. Мы сейчас наносили из того, что было. То есть взяли кусок тюли, взяли салфетку и прямо вот ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Достаточно неплохо. Мне нравится вот в основном вот это больше всего. Но вот эта часть тоже ничего. Ну, смотрите поближе сейчас. И, кстати, не забывайте поставить лайк, подписаться на наш канал. И всем пока!